Любовь моя, я лишь тобою пьян. Весь мир расплылся, спрятался в туман. Я сам исчез, и только ты одна моим глазам, глядящим внутрь, видна. Пока я жив, пока не залила сознание мне сияющая мгла, о, появись, или сквозь зыбкий мрак из глубины подай мне тайный знак. О, если б так Синай затосковал, в горах бы гулкий прогремел обвал. И если б было столько слезных рек, то верно б Ноев затонул ковчег. В моей груди огонь с горы Хариф внезапно вспыхнул, сердце озарив. И если б не неистовство огня, то слезы затопили бы меня. А если бы не слез моих поток, огонь священный грудь бы мне прожег. Не испытал Иаков ничего в сравнении с болью сердца моего. И все страдания Иова — ручей, текущий в море горести моей. Когда бы стон мой услыхал Аллах, наверно, плик свой он склонил в слезах. У каравана, добрый проводник, услышь вдали затерянного крик. Вокруг пустыня, жаждой томим, я словно разлучен с собой самим. Мой рот молчит, душа моя нема, но боль горит и говорит сама. И только духу внятен тот язык, тот бессловесный и беззвучный крик. Земная даль — пустующий чертог, куда он вольно изливаться мог. И мироздание вместить смогло все, что во мне сверкало, билось, жгло. Истины, наполнившись моей, вдруг загорелась сомами огней. И тайное мое раскрылось вдруг, собравшись в солнце раскаленный круг. Как будто кто-то развернул в тиши священный свиток, тайнопись души. Его никто не смог бы прочитать, когда б любовь не сорвала печать. Был запечатан плотью тайный свет, но тает плоть, и тайну духа нет. Все мироздание — говорящий дух, и книга жизни льется миру вслух. Трагедия мира наша в том, что ей не нужен Бог. А если Бог будет нужен, это все. Все дело в нашей жажде. Очень для многих людей, которые увлечены земными благами, к сожалению, Бог воспринимается как
собственность какого-то церковного института, Совершенно верно. которого дают за послушание этому самому церковному институту. И поскольку это люди свободолюбивые и по-своему ищущие, они пытаются вот это благо, любовь, счастье найти в чем-то другом. Я вспоминаю блаженного Августина, который говорил: «И в плотской любви, о ужас, пишет Господь, я искал именно тебя». То есть человек тык-мык в одну, в другую, в третью сторону. Но как мало свидетельств в жизни тех людей, которые, и они тихи, вот что очень важно, которые говорят о Боге как о дыхании нашего дыхания, как Кабир об этом говорил, которые говорят об аде и рае как о двух половинках нашей души, как о двух гранях и состояниях сутевых, как Омар Хайям об этом говорил. Я знаю, что вы переводили мистиков, суфиев, суфийскую традицию. Мне кажется, это настолько далеко от России, от русского менталитета, но там вы нашли что-то резонансное себе, переводя как раз вот эту самую большую кассиду. Что можно было там найти, что срезонировало в вашей русской душе с опытом человека другого времени, другой культуры? Да, абсолютно все. Мне ничего ближе нет. Потому что этот человек пришел на ту самую глубину, которая мне нужнее всего на свете. Я это сразу почувствовала. Причем это совершенно не чувствовал человек, который арабистка, который делала подстрочники. Она вообще оборвала эти подстрочники. То есть арабист перевела, дала вам текст подстрочников и сама не почувствовала их красоту и вкус? Нет! Более того, я перебирала огромное количество вещей, мне все нет. И вдруг я наткнулась на вещи, которые мне стало просто дрожь. Это священное писание настоящее. Я вот это беру, вот это беру. И вдруг подстрочники, я перевела большой кусок, а дальше нет ничего. Я звоню, говорю: а где дальше? Ой, Зинаида Александровна, что это вы взяли такого плохого поэта? Зачем? Я говорю: как? Ну, придите ко мне, покажите, что вы перевели. Я удивилась, что вы взяли такого плохого поэта. Я дала, к ее чести, надо сказать, когда она взяла мой перевод, она по всему институту востоковедения говорит: слушайте, оказывается, Фарид это такой замечательный поэт. Но она больше не делала подсрочников, а мы нашли потом английские переводы Николсона, который понимал, в чем дело. Вообще перевести Фарида, без, что вы говорите, чем мне, моей традиции, да у него был тот же духовный опыт. И без этого духовного опыта его нельзя было перевести. Я очень люблю эту вещь. Вообще, смотрите, самые любимые мои переводы были, значит, вот в Суфии. Рильке, конечно, это самая трудная работа в моей жизни. И Тагор. Ну, с Тагором была трагическая история, почему там мне его потом не дали. Политическая история. Вот. Но это все разные совершенно традиции. Рильке, Суфии, Тагор. А для меня это все одно. То есть вы прочитали Фарида своим опытом? Конечно. Конечно, это был тот же духовный опыт. Человек дошел до этой духовной глубины. И поэтому у меня сердце горело совершенно, когда я переводила. Ты ближе мне, чем плоть моя и кровь, текущий огонь, горящая любовь. О, как сказать мне, что такое ты, когда сравнения грубы и пусты, ракочут речи, как накат валов, а мне все время не хватает слов. Ой, этот вечно пересохший рот, которому глотка не достает. Я жажду жажды, хочет страсти страсть, и лишь у смерти есть над смертью власть. Приди же, смерть, сотри черты лица. Я дух, одетый в саван мертвеца. Я весь исчез, мой затерялся след. Того, что глаз способен видеть, нет. Но сердце мне прожгла внезапную весть из недр. Несуществующее есть. Ты жжешься, суть извечная моя, вне смерти, в сердцевине бытия, была всегда и вечно будешь впредь. Лишь оболочка может умереть. Любовь жива без губ, без рук, без тел, и дышит дух, хотя бы прах истлел. Вы сделали выбор. Вы сделали его сердцем. Это самое лучшее, что может сделать человек.
выбрать сердцем. Сложный путь. И ты на нем будешь счастлив. И я счастлив за вас. И еще раз это говорю. Выбор сердцем — это самое правильное, что вы можете сделать. Не бойтесь выбирать сердцем, не бойтесь. Жизнь вас не бросит. Но нужно выбрать именно сердцем, именно что-то очень такое настоящее. Всегда выбирайте сердцем. Вы не ошибетесь. Вы проживете счастливую жизнь. Я надеюсь, это не просто слова для вас. То, что я сейчас говорю, это не слова. Это мой опыт. Я просто делюсь им. Все лучшее, что со мной происходило отсюда. Когда, несмотря на какие-то мысли, расчеты, я делал так, как я чувствовал. Не так, как хотел, нет, не так, как хотел. Так, как чувствовал. Мастера спросили, что такое просветление. Просветление – это когда ты сидишь в пустыне, ну, совершенно на природе, и чувствуешь, что горы, небо, деревья на тебя смотрят. Ученик говорит, жуткое ощущение. Нет, говорят, не жутко, это прекрасно. Только мы так привыкли к шуму, мы так привыкли к тому, что что-то на поверхности должно нас заполнять, что мы не слышим самого главного. А просветление – это есть вот это. В каждой традиции что-то лучше выражено, что-то хуже выражено. Я считаю, что какие-то светлые речки, что ли, какие-то светлые протоки есть и в менее благодатных традициях. Ну, например, я считаю, что суфизм в исламе – это живой поток. А мусульманский догматизм, по-моему, больше, чем в любой другой области, привел к распрям, войнам, к вспышках страстей. Но грешили этим все догматические религии. Все догматические религии привели к драке из-за слов, из-за знаков. И освобождение от этого соблазна в глубоком понимании опыта разных духовных регионов, этих субэкумен, которые показывает, что суть дела не укладывается полностью в слова. Из-за слов драться не надо. И вообще драться не надо. Нет такой традиции, которая оправдывает ненависть, злобу. Ненависть и злоба являются падением. Салам алейкум. Алейкум ассалам. Скажите, почтенный, здесь на дороге двух шарави не видели? Не видел. Я и тебя не вижу, уважаемый. Ты слепой, старик. Может быть, их твой поводырь видел? Может, видел. Тогда пусть скажет. Он не скажет. Он вообще не говорит. Прости, не хотел тебя обидеть, но довольно смешной у вас союз слепого с немым. Согласись, слепой со слепым
еще смешнее. Что ты хочешь этим сказать? Вы, зрячие и говорящие, не можете найти двух шуравей. А может быть, ты подскажешь дорогу? Сколько сердец, столько дорог. Выбирай любую. Значит, не важно, куда идти? Воистину, стой на одном месте. И то, что ты ищешь, найдет тебя. Я знал, что ты так ответишь. Вы, дервиши, вечно говорите одно и то же. Значит, мир не изменился за эту вечность. Ты повеселил нас, старик. Равшан, дай хлеба. Я не просил тебя о еде. Ты хочешь обидеть отказом? Я не просил о еде. Потому приму я у тебя. Эх, какие же вы хитрые старики, а? А что ж ты сам? Не стоишь на месте? Или ты ничего не ищешь, а? В отличие от тебя, я знаю, куда идти. Ты все придумываешь, старик. Все придумываешь. Амин. Аллах Акбар. Аллах Акбар. Нельзя так с суфием говорить. Он святой человек. Да, они все мошенники. Но я люблю их послушать. Не зря они выжили в этой стране. А? Дедушка, ты нарушил правила. Что ты несешь? Как я мог их нарушить? Ты должен сказать то, что надо. И не солгать. А ты солгал. Для немого ты слишком болтлив. Вот-вот. Ты сказал, что я не мой. Ты плохо слушал. Я не говорил, что ты не мой. Я сказал, что ты вообще не говоришь. Ты же в это время молчал, так? Так. Ну вот видишь, значит, я не солгал. Суфии никогда не лгут. Что означает суфий? Суфий означает чистый человек, чистое сознание. Или осознанный человек. Человек, живущий в полном внимании ко всему. То есть в полном внимании ко всем деталям и выбирающий лучший образ жизни из всех возможных вариантов. На основе анализа, на основе исследования жизни и на основе проб и ошибок человек выбирает тот путь, который наиболее эффективен в обществе по отношению к другим людям. Суфизм — это религия чистоты поступков, чистоты помыслов и чистоты состояния сознания. В нем нет присутствия того, что нас друг от друга отсоединяет, отъединяет и разделяет. Эго. Суфизм выступал за путь, который... Вы видели, да, какие... Кто был в Турции? Вот. Видели, какие турки общительные? Они просто вот лезут тебе просто в твою жизнь, в любую, в личную жизнь, в любую, просто в общественную, во всю, просто они влезают. Это не просто так, но это уже бездуховная часть превратилась вот в это. Раньше частью суфизма было общение, контакты и дружба. Дружественность, открытость друг к другу — это была основа суфизма. Этим он отличался от христианства. Понятно, да? Душевность — это было самое главное качество суфия. Он должен был находить общий язык с любым человеком.
научиться контактировать, создавать отношения с любым человеком. Стар, млад, мужчина, женщина, любой сан или титул, или статус жизненный. Со всеми людьми ты должен был найти контакт. И это возможно только когда открыто твое сердце. Потому что добрый человек или недобрый человек, вне зависимости от этого, ты должен научиться с ним дружить. Вот это было состояние суфиев и задача суфиев. Раскрыть в себе такое сердце, любящее сердце. Поэтому иногда еще называют эту религию или эту школу саморазвития человека школой любви. Вот такой человеческой любви, именно дружеской любви. Здесь хорошо думается. Вы русский? Да. Рад поговорить с россиянином. Я был в России. Однако речь не об этом. Эй, Гога. Гого. Откуда вы знаете это имя? Только мои мать и сиделка звали меня так. И это было 40 лет назад. Гого. Вы работали и мучились все эти годы. Но вы никогда не умели работать. Но вы никогда не умели заставить страсть разума стать и страстью сердца. Кто вы? Откуда вы так хорошо меня знаете? Разве имеет значение, кто я или что я? Разве ваше любопытство не главная причина того, что ваша жизнь ни к чему не пришла? Оно настолько сильно, что даже сейчас вы хотите лишь объяснения, кто я и откуда я вас знаю. Да, отец. Вы правы. Я видал множество чудес и пытался объяснить их. Но это не принесло мне настоящего понимания. Да, я пуст. Уже слишком поздно. На самом деле, я не хочу знать то, о чем я вас спросил. Я искренне прошу прощения. Возможно, еще не слишком поздно. Если вы чувствуете всем своим существом, что вы действительно пусты, то я советую вам попробовать еще раз. Если вы согласитесь с моим условием, я помогу вам. Это условие – умрите. Осознанно. В той жизни, которую вы вели доселе. И отправьтесь туда, куда я укажу. Суфизм отличается от всех религий. Это как бы нечто вроде буддизма. В суфизме нет богов, если вам это важно. Понимаете, да? У суфиев один бог — это любовь. Они готовы его называть любым именем. Суфии в буддизме будут любить точно так же, как и суфии в христианстве, в исламе. Они могут быть в любой религии. Они как цыгане. Принимают ту религию, на территории которой они живут, но основы оставляют свои. Слышали, да, о цыганах? Они могут быть и христианами, они могут быть и буддистами, и мусульманами, и иудеями, кем угодно. Но при этом они остаются всегда цыганами и никогда не изменяют своим законам. Цыганские законы сначала, а потом все остальные законы. На втором месте законы религиозные, на третьем месте законы светские. Не слышали никогда такого? Вот у суфиев точно так же. И первый закон суфиев — это любовь и дружба, и праведность вот в этом. И на втором месте уже законы той религии, на территории которой суфизм развивается. Суфии в большинстве своем принадлежат христианству. Это
это первые христиане. Но потом они как бы оказались окружены мусульманами, и часть из них приняла ислам, но оставались суфиями. Понятно, да, что это такое? Так бывает, когда основная религия подавляет все остальные, и все остальные считаются сектами, и их уничтожают. Понятно, да? Ну, то есть мы это наблюдаем, и в нашей стране похожее происходит сейчас, и во всех странах то же самое происходит. Это люциферизм. Причем иногда этот люциферизм возникает ведь Люцифер на довольно высоком уровне соблазнился. Так вот, может быть, падение с очень высокого уровня. Но главный признак – это ненависть и злоба. Когда он возникает, исповедники той или иной традиции считают, что все остальные традиции в корне грешные и ложные – это соблазн. Дьявол начинается с пены на губах ангела, вступившего в бой за истину и за справедливость. И так вплоть до Освенцима и Колымы. Только путь любви ведет к истине. آن کس که از او چرخ و هوا رقص کنند جانها ز خوشی بی سر و پا رقص کنند در گوش تو گویم که کجا رقص کنند هر ذره که در هوا در هامون است نیکو نگرش که همچو ما مفتون است هر ذره اگر خوش است اگر محزون است سرگشته خورشید خوش حسن منتظرت بودم. منتظر من؟ منتظرت بودم که شاهد مرگ من باشی. چرا من؟ من که اینقدر از مرگ میترسم؟ درسته. اگه به کودکی در تاریکی شکم مادر بگن که بیرون از اینجا دنیایست پر نور با کوههای بلند، دریاهای مواج، دشتهای وسیع، باغهای زیبای پر از گل، جویهای جاری از آب روان، آسمان پرستاره، خورشید تابان، ماه درخشان و تو با شگفتی‌های فراوانی روبرو میشی، ولی تو در تاریکی میمانی. چون کودک از این واقعیت ها هیچی نمیدونه، به نظرش همه اینها ناممکن میاد و باور نمیکنه. برای همینه که از مرگ میترسی. ولی مرگ نمیتونه نور باشه. مرگ پایان همه چیزه. چگونه مرگ پایان چیزیست که آغاز نداشته؟ حسن پسرم، در شب زفاف من قصه نخور. شب زفاف؟ بله، شب زفاف من با ابدیت. منو تنها بذار، کمی بعد برگرد و منو با شنا بپوش. Ну вот была беседа с Григорием Соломоновичем. Наверное, мне хотелось прибавить, ну тут в одном пункте несколько слов. Почему христианину нужны другие
религии, почему нужно знать Восток. Мне вообще кажется, что самое главное для верующего человека это чувствовать, что все наши знания о Боге – это некий перевод с несказуемого подлинника. Подлинник несказуем. Бог не говорит ни на иврите, ни на санскрите, ни на каком другом языке человеческом. Он говорит иначе, он говорит светом, он говорит цветом, он говорит слово, которое есть Бог, это слово, обращенное к душе. Это не слова человеческие, которые являются так или иначе условными знаками. Но эти слова есть перевод с этого великого, непостижимого, бессловесного языка на наш человеческий язык. И чем глубже религиозное чувство, тем больше человек знает, что подлинником он не обладает, что подлинник только у Бога. И стремится к все более и более точному переводу, всегда осознавая, что это только перевод. Если какой-то, так сказать, религиозный деятель или просто религиозный человек думает, что он обладает подлинником, это конец. Я люблю такую метафору, что все религии – это окна. Они отличаются величиной, формой и, главное, прозрачностью. Но свет один, главное – это свет, который проникает через окна. И если человек думает, что, так сказать, его окно – это главное все, то это окно превращается в стену, и свет сквозь нее не проходит. У одного мудреца спросили, почему бедные более приветливы и менее скупы, чем богатые? Посмотри в окно. Что ты видишь? Вижу, как дети играют во дворе. А теперь посмотри в зеркало. Что ты видишь там? Себя. Вот видишь, и окно, и зеркало, и стекла. Но стоит добавить немного серебра, и уже видишь только себя. Красивым быть не значит им родиться. Ведь красоте мы можем научиться. Когда красив душою человек, какая внешность может с ней сравниться? Так вот, эти люди работали над состоянием своего сердца, над состоянием любви. Они находились всегда вне религии. Им было все равно, какую религию люди вокруг исповедуют, они ее просто принимали и говорили: ну, вы называете Бога Аллах, ну, вы называете Бога Иегова или еще как-то. Хорошо, окей. Мы тоже будем так называть. Они говорили, что у нас нет религии, они могут заходить в любой храм и молятся, и участвуют в службах точно так же, как это делают все остальные. В любом храме, они говорили, любой храм — это храм Бога, это храм любви, поэтому не имеет значения, в какой храм заходить. Они идут в любой храм. Почему, как вы думаете? Потому что они принимают все слабости людей. Они говорят, человек слаб, человек делает себе отдельного Бога. Мы это понимаем. Мы понимаем эту слабость, принимаем и любим в человеке эту слабость. Вот что такое суфи. Говорят, что вы можете найти Бога. В Индии вы можете найти Бога. В Мекке вы можете встретиться в Палестине. Но на самом деле Бог живет в сердце. Что бы ни делал суфи, его главная обязанность — это напоминать о Боге, и мы для этого делаем зикр. То есть это напоминание о Боге. Что бы вы ни делали, ели, пили, шли, все равно вы все делаете с именем Аллаха. Поэтому и когда любишь, и когда сердишься, это тоже нужно делать вместе с Богом. Если любишь, люби от души. Если ты на кого-то сердишься, сердись, но с Богом.
В суфизме тоже были медитации. Медитации в суфизме очень красивые и часто связаны с музыкой и движениями тела. Это называется суфийские танцы. ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा शाह का शाह तू अली का दुलारा ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा शाह का शाह तू अली का दुलारा ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा ख्वाजा मेरे ख्वाजा दिल में समा जा बेकसों की तकदीर तूने सवारी बेकसों की तकदीर तूने सवारी ख्वाजा मेरे ख्वाजा ख्वाजा Медитация вас очень сильно замедляет, она делает вас плавными, текучим, делает ваше состояние медленным, иногда застывшим, и это хорошо. А потом постепенно это раскачиваете, чтобы выходить в жизнь. Ускоряйте, ускоряйте, ускоряйте. Она никуда не денется, она просто поменяет свою скорость медитации. И становитесь энергичными, танцующими и жизнерадостными. Играйтесь вот с этим темпераментом. Из медленного блаженного состояния переходите к более быстрому, как суфи это делают, как кришнаиты это делают. Они начинают из этого состояния. Кришнаитская музыка так и родилась, и суфийская музыка. Сначала из этого спокойного, медленного состояния они постепенно ускоряются, и музыка становится потом очень быстрой, и танцы становятся быстрыми и веселыми. Потом они еще начинают что-то выкрикивать, как-то так радость свою проявлять. Вот, и все, и как бы пойте, танцуйте. В жизнь выходите энергичными. Как медитация, это молитва, это техника приближения к Богу. Это обращение вокруг сердца в приближении к Богу. В каждом движении есть свой смысл. Например, правая рука смотрит вверх, левая кисть смотрит вниз. Это есть в этом смысл. Это означает, что мы берем от Аллаха и отправляем народу. Для суфийских дервишей нет ничего своего. Все для народа. Все для людей. В медитациях они стремились ощутить любовь и покой, но в первую очередь покой. Шумные медитации, танцевальные медитации, которые у движении вайшнавов, у кришнаитов называются киртаны, они также присутствуют и у суфиев, точно так же. Песнопения под всякие музыкальные инструменты, танцы под всякие музыкальные инструменты, которые
ускоряются, 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 и потом тишина. Как сейчас. Послушай, ты нашел место, где желания твоего сердца могут стать реальностью твоего существования. Оставайся здесь, пока не обретешь в себе силу, которую ничто не уничтожит. Затем ты должен будешь вернуться к своей жизни и постоянно оценивать происходящее через те силы, которые укажут на твое место в ней. Каково истинное значение этих движений? Они рассказывают нам о двух видах энергии, непрерывно движущихся сквозь тело. До тех пор, пока танцор поддерживает их в балансе, он обладает силой, которую не даст ничто другое. Примирение. Отрицание. Примирение. Примирение. Все это делается ради того, чтобы обнаружить внутреннюю тишину. Вам сейчас не нужно ускоряться, чтобы ее обнаружить, но вообще человеку очень сложно ее выявить, распознать, поэтому существовали всегда различные техники. Здесь, в наших с вами условиях, я вместо техники, и поэтому нет необходимости совершать какие-то практики. Но в целом люди все равно прибегают к чему-то. Кто-то прибегает к наркотикам, я сожалею, но это всегда путь в зазеркалье, и всегда, то есть это никогда не путь просветления. То есть это всегда параллельно как-то. То есть это свобода, но такая свобода внутри тюрьмы. А там всегда будет негатив. От негатива через наркотики не избавиться. Через психоделики не избавиться от негатива. То есть всегда конфликт, протест будет оставаться до самого конца жизни. Поэтому это не мой путь, я его не применяю и даже не пробовал. Я считаю, что человек должен развиваться изнутри, сам по себе, не прибегая к состояниям каких-то воздействий внешних условий. Поэтому я не применяю практики, я не применяю никакие психоделики, чего бы то ни было. Но я не всегда против, я не против практик, я поддерживаю тех людей, которые практикуют для того, чтобы что-то постичь, прийти к какому-то моменту тишины, спокойствия, гармонии, и откуда уже можно выстраивать свою жизнь. Насчет психоделиков я не могу сказать нет, не могу сказать да, я просто нейтрален по отношению к ним, и никакой оценки у меня нет к этому. Я просто вижу людей, которые воспользовались, и они не могут выбраться на чистый путь. На путь чистой любви, на путь чистой медитации не получается. Наверное, должна пройти сколько-то лет, прежде чем получится. Поэтому так. Поэтому я не могу дать положительную оценку, а отрицательную не могу дать, потому что все-таки это какая-то форма свободы. И еще потому, что я не пробовал. Если я не пробовал что-то, я не могу отрицательно об этом говорить. Но я не могу, это точно не могу посоветовать. Опять-таки, потому что не пробовал. И потому что не увидел людей, которые через это пришли к чистому освобождению, к чистому состоянию. Мне кажется, к чистому состоянию можно прийти только через труд, через работу с собой. Труд приводит нас к состоянию истины. Именно труд, именно работа над собой. Страдания,
лишения, преодоление, усилия, все это приводит к состоянию познания истины и к счастью. Легкие пути не ведут к счастью точно, их не существует. Все легкие пути ведут нас к разложению нашего ума, нашего интеллекта и затуманиванию сознания. Поэтому я никогда не выбирал легкие пути. И не могу такое посоветовать. Легко на душе? Да. На правильном пути должно быть на душе легко. То есть он должен давать облегчение. Никому не стало грустно от этих слов. Ты нашел свое место, сын мой. Ты пришел, как агнец. Но не забывай и о волке внутри себя. Смотри. Сможешь ли ты найти силу заставить две абсолютно противоположные жизни объединиться внутри себя? Слушай внимательно. Это не произойдет само по себе. Об этом недостаточно думать, мечтать, ждать. В любой момент волк поглотит агнца, и ты должен понять, что значит быть ответственным. Такова наука. И поэтому ты здесь. Сейчас я передам тебя человеку, которому ты испытываешь полное доверие. Посмотри, что происходит во дворе. Ты увидишь движения, упражнения, танцы. Затем вернись ко мне и расскажи, что ты в них увидел. Тогда я смогу сказать тебе, что делать дальше. Сейчас это, конечно, просто мы знаем как о практиках некоторых, там, как суфийские окружения, или танцы, или пение суфийское, еще какие-то практики. Я встречал их, они все красивые, хорошие, но как школа, скорее всего, это уже не существует, как мне кажется. Я когда-то прочел несколько книг о суфизме, ну, не так уж давно, может, лет 15 назад, или мне просто дали почитать, чтобы я понял, что такое суфизм, и там, я не помню, с чем это было связано, и я погрузился в суфийскую поэзию и культуру, и изучал это все, просто посвятил какое-то время. У меня, ну, такой характер, что я все, с чем сталкиваюсь, если мне это хоть как-то интересно, я изучаю это настолько, насколько возможно. Я даже был на встречах суфиев и смотрел на их практики, немножко принял участие, но понял, что, ну, как бы, не знаю, ну, без потребности. Мне скорее хотелось наблюдать это. Мне уже было, в принципе, не так нужно, потому что я был в состоянии присутствия и пробужден, я просто изучал это. Познакомился с суфийским учителем, и вот я увидел из этого. Суфизм проявляет слабость, наверное, ко всем формам красоты в жизни. Воспевает красоту природы и красоту творения рук человека. Они считают, что человек, руками человека творит Бог. Поэтому все, что создано человеком, все ценится, и как бы ко всему относятся примерно как мастера дзен. То есть вы во всем должны достичь совершенства в том, что вы делаете. Понятно, да? Они выбирали ремесло всегда, потому что считали, что в этом человек подобен Богу, созидателям. И восточные сладости, которые мы знаем, практически все были созданы или доведены до такого состояния именно ими.
их руками. Ну и единственная сладость, которую они назвали собой, это суфле. Да-да-да, суфле — это любимая сладость всех суфиев. Я не шучу, это не шутка, это правда так. Это действительно так. Они придумали и решили все-таки свое имя дать. Поэтому суфле белый, потому что суф — это белый, чистый, светлый. Ну и сладкое, потому что любовь всегда сладкая. Где я, там свет. Я жив в любви самой. Любой влюбленный — друг вернейший мой. Мой храбрый воин и моя рука. И у любви бесчисленны войска. Но у любви нет цели. Не убей свою любовь, прицел наметив ей. Она сама, вся цель своей суть. К себе самой вовнутрь ведущий путь. А если нет, то в тот желанный миг, когда ты цели наконец достиг, любовь уйдет внезапно, как порыв, слияние в разлуку превратив. Будь счастлив тем, что ты живешь любя. Любовь высоко вознесла тебя. Ты стал главою всех существ живых, лишь потому, что сердце любит их. Для любящих племен и званий нет. Влюбленный ближе к небу, чем аскет. И чем мудрец, что знанием нагружен, хранит ревниво груз былых времен. Сними с него его бесценный хлам, и он немного будет весить сам. Ты не ему наследуешь, ты сын того, кто знание черпал из глубин, и в тайнике ума не прятал кладь, а всех зывал, чтобы ее раздать. О, страстный дух, все очи, все огни в своей груди одной соедини. И, шествуя по Млечному пути, полой одежд горящих мрак смети. Весь мир в тебе, и ты как мир един. Со всеми будь, но избегай общин. Их основал когда-то дух, но вот толпа рабов, отгородясь, бредет за буквой следом, накрепко забыв про зов свободы и любви порыв. Им не свобода, цепи им нужны. Они свободой порабощены. И на колени пав стремятся в плен к тому, кто всех зовет восстать с колен. Знакомы им лишь внешние пути, а дух велит вовнутрь себя войти. И в глубине увидеть, наконец, в едином сердце тысячи сердец. Вот твой предел, твоих стремлений край, твоей души сияющий Синай. Но здесь замри, останови полет, иначе пламя грудь твою прожжет. И равновесие обретя, вернись к вещам и дням, вдохнув в них шире высь. О, дверь души, нерасторжимость уз, здесь в смертном теле с вечностью союз, и просветленность трезвого ума, перед которым расступилась тьма. Я только сын Адама, я не Бог, но я достичь своей вершины смог и сквозь земные вещи заглянуть в нетленный блеск, божественную суть. Она одна на всех, и верен ей я поселился в центре всех вещей. Мой дух – всеобщий дух, и красота моей души в любую вещь влита. О, не зовите мудрецом меня, пустейший звук бессмысленно бубня. Возьмите ваши звания назад, они одну лишь ненависть плодят. Я то, что есть, я всем глазам открыт, но только сердце свет мой разглядит. Ум груб, неповоротливы слова, для тонкой сути блещущие едва. Мне нет названий, очертаний нет. Я вне всего, я дух, а не предмет. И лишь иносказания одни ведут глаза в незримость, в вечность дни.
Нигде и всюду мой незримый храм. Я отдаю приказы всем вещам, и слов моих благоуханный строй дохнет на землю вечной красотой. И, подчинясь череде ночей и утр, законам дней, сзываю всех вовнутрь, чтобы ощутить незыблемость основ под зыбью дней и под щитою слов. Я в сердцевине мира утвержден, я сам своей опора и закон, и перед всеми, преклонясь в мольбе, пою хвалы и гимны сам себе.